Доброго времени! С вами Видогор. И я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня, продолжая традицию, хочу познакомить вас с духовно-энергетической причиной болезни беспокойства, тревога и решение, способствующее исцелению. А в конце видео по традиции вас ждет энергетический звуковой массаж вихрей, основное предназначение которого – это запуск процессов гармонизации и исцеления духовно-энергетической причины беспокойства. Он создан в потоке энергии, джива и гармония, которая очень благоприятно воздействует на сознание, оказывает исцеляющее и успокаивающее воздействие, также гармонизирует карму, наполняет любовью, приносит успех и богатство. Данный видеоэнергосеанс рекомендуется просматривать 9 дней по 3 раза в день, утром, днем и вечером. Если после месяца прослушивания вы не заметили никаких результатов, то по вашему желанию мы можем провести консультацию, выявить основные проблемы и подсказать дальнейший путь исцеления и гармонизации всей вашей жизни. Всем здоровья и успехов! Также внимательно читаем описание к видео. Друзья, огромная просьба. Алгоритмы искусственного интеллекта так устроены, что если не поставить лайк и не оставить комментарий к видео, оно не будет предлагаться другим пользователям. Кто впервые на моем канале, приглашаю подписаться. Давайте не дадим шанса искусственному интеллекту кануть в лето этому замечательному видео. Приятного просмотра и прослушивания. Беспокойство – это негативное эмоциональное состояние, выражающее ощущением неопределенности, ожиданием плохих событий. Внутренне проявляется как чувство тревоги, переживания, волнения, неприятное предчувствие надвигающейся беды. Внешние признаки беспокойства – это рассеянность, неусидчивость, навязчивые движения, страдальческое выражение лица. На уровне энергетических тел человека энергия заблокирована в нижних вихрях Нави, вихрь матери, исток, хара, и средних вихрях Яви, живот, ярила, гырло. Беспокойство, тревога, недоверие к тому, как течет и развивается жизнь. Блокировка на уровне Яви. Беспокойство – это страх без причины. Человек, испытывающий постоянное беспокойство, живет в болезненном ожидании какой-то неясной, непредсказуемой опасности. Блокировка на уровне Нави. Постоянное беспокойство мешает человеку жить настоящим. Он все время думает о прошлом, о том, что пережил он или кто-то другой. У такого человека обычно очень богатое воображение. Он слишком много думает о маловероятных событиях. Он постоянно выискивает всевозможные признаки, оправдывающие его беспокойство. Блокировка на уровне прави. Как только ты почувствуешь, что приближается очередной приступ беспокойства, постарайся осознать, что это твое воображение берет над тобой верх и мешает тебе наслаждаться настоящим. Убеди себя в том, что тебе нечего доказывать. Прими себя таким, какой ты есть, со всеми твоими достоинствами и недостатками. Для того, чтобы избавиться от страха перед неизвестностью, постарайся поверить в свою интуицию. Она не подведет тебя, если ты дашь ей шанс. Постарайся также больше доверять людям, которые тебя окружают.
Позволь им помочь тебе так, как им хочется. Беспокойство выражается расплывчатым, смутным страхом по отношению к возможным будущим событиям. Часто оно возникает без причины, то есть в ситуациях, когда реальная опасность отсутствует. Человек предчувствует беду, но не знает, как избежать или преодолеть ее. Внутреннее напряжение частично снижается двигательной активностью, поэтому беспокойные люди не могут усидеть на месте. Ходят по комнате, грызут ногти, бесцельно по нескольку раз включают экран мобильного телефона, совершают другие, кажущие бессмысленными действия. Ожидание беды заставляет сконцентрироваться на поиске способов решения или избегания будущих проблем. Появляется рассеянность, некоторая отрешенность от реальности. Мышление становится избирательным. Человек обращает внимание на события, связанные с беспокоящей его ситуацией, игнорирует все остальные. Таким способом он подтверждает, что его переживания оправданы. Иногда чувство беспокойства усиливается до состояния тревожности, развиваются расстройства восприятия времени, пространства, людей, действий. Субъективно беспокойство ощущается как тревога. Комбинация страха, печали, стыда, чувства вины без причины. Во время наиболее острых переживаний начинают осознаваться физиологические изменения, учащенное сердцебиение, усиленная потливость, тошнота, головокружение, головные боли. Если нет понимания связи между беспокойством и физическим недомоганием, человек ищет причину дискомфорта, обращаясь к врачам соматического профиля, к терапевтам, неврологам, кардиологам. Мышление беспокойного человека направлено из прошлого в будущее. Из воспоминаний извлекается неблагоприятное или опасное событие, а затем прогнозируется нечто аналогичное. При этом предыдущий опыт может быть старым либо только что произошедшим, личным, либо чьим-то чужим. Например, после выговора начальника дискомфорт нарастает каждый раз по приходу на рабочее место, так как существует вероятность встретить руководителя. Аналогичным образом беспокойное состояние может развиться перед полетом на самолете, если до этого был просмотрен фильм об авиакатастрофе. Говоря о беспокойстве без причины, стоит заметить, что причина, как правило, есть, но она не осознается или оценивается окружающими как несущественная. Ключевая функция беспокойства – побуждение к действиям, повышающим вероятность благоприятного исхода событий, предотвращение потенциально опасного поведения. Биологической основой этого переживания является мобилизация психофизиологических процессов для преодоления возможной травмирующей ситуации. Негативный эффект беспокойства – чувство страха, препятствующее эффективной деятельности. Стрессовые факторы, угроза жизни или здоровью провоцируют чувство беспокойства, агрессии, тревоги. Такие реакции адаптации запускаются в следующих случаях. Строгое воспитание. Внутри семей, где родители культивируют совестливость, принципиальность, чувство долга у ребенка, не остается свободы выражения, естественно, существующих страхов, агрессии. Подавление этих эмоций приводит к закреплению тревожно-мнительных черт характера, который проявляется
боязнью быть открытым, навязчивыми опасениями, сомнениями, неуверенностью. Формируется личность с повышенным уровнем беспокойства, тревожности. Непредсказуемость поведения окружающих. Состояние постоянной адаптационной готовности необходимо при взаимодействии с неуравновешенными, эмоционально неустойчивыми людьми, незнакомцами. Чувство беспокойства постоянно присутствует у детей, чьи родители часто меняют правила поведения. Вчера нельзя было есть сладкое, сегодня можно. Другие примеры. Выступление перед незнакомой аудиторией, беседа со вспыльчивым начальником. Стресс подготавливает психику к быстрому выбору реакции. Ситуации опасности. При реально существующей угрозе благополучию обеспокоенность возникает не без причины. Когда исход ситуации однозначно опасен, травма, тяжелая болезнь, смерть, появляется страх. Если возможны различные варианты исхода, формируется чувство беспокойства. Примеры. Ожидание результата медицинского обследования при наличии симптома болезни. Невольное участие в боевых действиях, террористических актах. Конфликтные ситуации. Столкновение интересов разных точек зрения является стрессом. Психика переходит в состояние готовности к быстрой реакции защиты, нападения либо ухода от конфликта. Чувство беспокойства позволяет удерживать высокий уровень напряжения. Чем более значимые сферы жизни затронуты в противостоянии, тем вероятнее развитие невротического расстройства с тревожностью. Наш ум – это невероятный дар. Он ярко помнит любой опыт, любую информацию, которая нам встречается. Все это может превратиться в феноменальное воображение. Но если вы потеряли контроль над своим воображением, если вы перестаете отличать фантазии от реальности, разделять будущее, настоящее и прошлое, ум станет вашим величайшим врагом. Большинство людей страдает не от самой жизни, они страдают от своих воспоминаний и воображения. Их до сих пор мучает то, что случилось 10 лет назад. Они уже страдают от того, что может случиться послезавтра. Дело не в событиях жизни. Причина в недостатке контроля над двумя самыми фантастическими способностями человека – яркой памятью и потрясающим воображением. Не беспокойтесь о будущем. Если вы успешно справитесь с настоящим, будущее расцветет естественным образом. Мы можем трудиться лишь с тем, что у нас есть сейчас. Вы не можете работать с тем, что у вас в уме. Мы можем планировать, опираясь то, что у вас в уме, но вы ничего с этим не сможете сделать. Действовать можно только в текущем моменте. Вы можете работать только с тем, что есть сейчас. Тем из вас, кто поглощен собственными мыслями и эмоциями, любителям интернета и соцсетей, думаю, что вам нужно избавиться от телефона и прогуляться по лесу. Если нет возможности делать это каждый день, хотя бы 1-2 раза в месяц вам нужно сливаться с природой, всем своим существом, ходить, сидеть, наблюдать. Если вы уделите достаточно внимания, то увидите, что будете очарованы и влюблены в любую мельчайшую деталь мироздания, потому что даже то, как создан один муравей, уже слишком много. Ваш ум не способен полностью понять, как он устроен.
Те, кто не перевел внимание на творение, слишком сильно влюбляются в творение собственного ума, в мысли и в более сочную часть мыслей, эмоции. Если ваши мысли и эмоции стали значить для вас больше, чем творение богов, значит ваше восприятие – настоящая катастрофа. Вы совершенно не поняли, как устроена жизнь. Мы многое знаем, мы можем делать многое, но мы ничего не знаем во всей полноте. Такова природа существования. Если вы уделяете ему внимание, ваши мысли и эмоции естественным образом отойдут на второй план. Вы по-прежнему можете наслаждаться ими, но вы будете знать, насколько они незначительны. Если вы хотите постичь разнообразные измерения жизни, вы должны стать несерьезными. Вы становитесь серьезными только из-за того, что чересчур серьезно относитесь к своему собственному существованию. Тогда как в масштабах Вселенной мы присутствуем здесь ничтожно малое время. Вселенная необъятна. Сама Солнечная система, в которой мы находимся, лишь пятнышко. В ней планета Земля – микропятнышко. В этой крошечной точке место, где вы живете, или ваш город – супермикропятнышко. И в нем вы стали большим человеком. Вот почему вы так серьезно относитесь к жизни. Жизнь – очень короткий промежуток времени. Зная это, относиться к себе слишком серьезно просто смешно. Секрет жизни в том, чтобы смотреть на все несерьезно, но при этом быть абсолютно вовлеченным, подобно спортсмену во время игры. Станьте спортсменом в жизни. Для этого необходимо понять, что ваше существование имеет значение лишь для времени, в котором мы живем, но не имеет значения для вечности, если только мы коснемся вечного измерения в самих себя. Кем мы на самом деле являемся. Эта жизнь так коротка. Ваша жизнь будет стоящей только если вы будете делать то, что по-настоящему вам не безразлично. Для того, чтобы в вашей жизни появилась подлинная вовлеченность, чтобы вы могли отдавать себя абсолютно, вам нужно заниматься тем, что по-настоящему имеет для вас значение. Важно найти это. Когда я говорю «найти», это не значит, что вам нужно тратить полжизни, чтобы найти свою страсть. Нет. Вам просто нужно углубиться в способность делать все своим. Когда вашим становится все вокруг, весь мир ваш, Вселенная ваша. Когда это становится частью вас, если вы абсолютно вовлечены и непрерывно стремитесь создавать нечто по-настоящему ценное для себя, тогда само ваше существование станет стоящим. Совсем не обязательно, что значимыми будут ваши действия или то, что вы достигли или не смогли достичь. Само ваше существование станет по-настоящему значимым, потому что просто дышать и жить станет необычным действом. Нет явления грандиознее, чем жизнь. Если это не наполнено смыслом, тогда что же? Некоторые советы, как снизить тревожность и беспокойство. Глубоко дышите. Если вы чувствуете беспокойство, дышите. Глубокое диафрагмальное дыхание помогает расслабиться и тем самым уменьшить тревожность. Дело в том, что находясь в таком активном состоянии, связанном с деятельностью симпатической нервной системы, организм переходит в состояние расслабленности и спокойствия.
Во время глубокого дыхания активизируется деятельность парасимпатической нервной системы. Итак, техника глубокого дыхания, чтобы успокоиться. На 4 счета делайте медленный вдох, заполняя воздухом сначала живот, потом грудь. Задерживайте дыхание также на 4 счета, а далее медленно выдыхаете, стараясь растянуть выдох на 4 счета. Повторите несколько раз. Такое дыхание немедленно оказывает положительный эффект на состояние психики. Осознайте свое чувство тревоги и смиритесь с ним. Помните, что чувство тревоги – это просто чувство, как и любое другое, которое испытывает человек. Осознав это, вам будет легче примириться со своей тревожностью и принять ее как нечто естественное и нормальное. Конечно, такое принятие не значит, что вы должны смириться с жизнью, где вас постоянно будет преследовать чувство тревоги. Наоборот, вам просто не нужно зацикливаться на своей тревожности, как на чем-нибудь крайне негативном, том, что нужно быстро исправить. С таким подходом любые попытки прекратить беспокоиться только усугубят тревожность. Смириться со своим чувством тревоги означает осознать, что в данный момент вы испытываете тревожность, и принять реальность такой, какая она есть, без психологического напряжения, не предпринимая тщетных попыток успокоиться. Осознайте, что мозг играет с вами. Иногда мозг нас обманывает, и нам все представляется хуже, чем есть на самом деле. Например, человек, который испытывает паническую атаку, считает, что он умирает от сердечного приступа. Известный психиатр Кейли Хайлд вспоминает один такой случай, произошедший, когда она была студенткой и проходила практику в одной из больниц. К пациенту, у которого были все симптомы сердечного приступа, подошел опытный психиатр и спокойным голосом сказал ему, что все это пройдет, он не умрет, а это просто мозг обманывает его. И в самом деле пациент успокоился, и все прошло. Оказалось, это был не сердечный приступ. Доктор Хайлет говорит, что часто использует этот метод в работе с пациентами, что помогает пациенту перестать чувствовать стыд, вину и нервное напряжение в связи с тем, что ему не удается уменьшить беспокойство. Таким образом, иногда мозг играет с нами, заставляя поверить, что все хуже, чем есть на самом деле. Контролируйте свои мысли. Когда человек испытывает чувство тревоги, мысли становятся запутанными и не соответствующими действительности. Мы воображаем себе, что что-то плохое может случиться, и беспокойство постоянно нарастает. Но очень часто надуманный нами сценарий развития событий маловероятен и даже нереален. Представьте, что вам предстоит произнести тост на свадьбе своего друга. В голове сразу произносится мысль: «О, нет, и что я скажу? Это катастрофа». Но прежде чем начать беспокоиться, подумайте, что ведь на самом деле никакой катастрофы не будет. Пусть даже у вас не получится уверенно и красиво произнести тост. Большинство людей на свадьбе вы не знаете и никогда больше не встретите, а те, у кого ваша речь вызовет хихиканье, уже на следующий день и не вспомнят об этом. Психологи рекомендуют задать себе следующие вопросы, если вас мучает чувство тревоги по поводу предстоящих событий. Мое беспокойство обосновано? Это на самом деле может случиться?
Если случится неприятность, что именно будет угнетать меня? Я могу это пережить? Что я могу сделать? Если случится плохое, в чем будет моя вина? Могу я как-нибудь подготовиться к негативному исходу? Каждый раз, когда испытываете тревожность, начните отвечать на эти вопросы. Вы увидите, что в основном мы беспокоимся напрасно, а любую ситуацию, какой бы она для нас ни казалась, можно пережить и спокойно жить дальше. Перестаньте себя критиковать. Еще одним способом, который может победить чувство тревоги, является использование специальных карточек. На карточке вы пишете: «Я наблюдаю за своими мыслями, чувствами, эмоциями, восприятием внешнего мира, чтобы понять себя, а не критиковать». Лучше использовать несколько карточек, которые вы можете поставить возле зеркала, в машине, на кухне, чтобы они всегда были перед глазами. Такой метод обязательно принесет результаты. Вы психологически настраиваете себя на позитивное восприятие, не давая беспокойным мыслям овладеть вашим разумом. Начните мыслить позитивно. Тревожность – состояние, в котором наша голова заполнена разными негативными мыслями, и мы постоянно ведем напряженный внутренний диалог с самими собой. Старайтесь контролировать свои мысли. Чтобы справляться с негативными установками, начните мыслить позитивно. Такие позитивные утверждения помогают расслабиться, почувствовать себя увереннее и, конечно же, уменьшают беспокойство. Применяйте позитивное мышление каждый раз, когда чувство тревоги начинает контролировать ваши мысли. Приучите себя мыслить позитивно при любых обстоятельствах, и вскоре качество вашей жизни заметно изменится в лучшую сторону. Итак, упражнения по позитивному мышлению, чтобы успокоиться. Придумайте позитивные мысли сами, чтобы заменить ими беспокойство и тревожность. Например, вместо того, чтобы подпитывать чувство тревоги разными «а вдруг у меня не получится?», «а что если?», подбодрите себя. Да, я беспокоюсь, но я ведь же могу справиться с этим. Я полностью контролирую свои чувства и эмоции. Я успокаиваюсь, я спокоен и наслаждаюсь каждой минутой своей жизни. Живите в настоящем моменте. Как правило, люди испытывают беспокойство по поводу предстоящих событий, переживая, что что-нибудь плохое может случиться в будущем. Они совсем не замечают, что на самом деле живут здесь и сейчас, и не обращают внимания на то, что происходит в данный момент в их жизни. Прислушайтесь к совету, остановитесь, глубоко подышите и сфокусируйте свое внимание на том, что происходит в вашей жизни в этот самый момент. Даже если это что-нибудь серьезное и неприятное. Сфокусировавшись на настоящем моменте, вы быстрее и эффективнее сможете решить проблему и уменьшить тревожность по поводу будущего. Продолжайте заниматься привычными делами. Пусть беспокойство и тревожность не отвлекают вас от тех дел, которыми вы бы занялись, если бы чувствовали себя лучше. Нет ничего хуже, чем отложить свои дела и отдаться мыслям о том, как вам плохо. Нужно жить привычной жизнью дальше. Если хотели пойти в кино или вам срочно нужно в химчистку, то просто идите, не меняйте свои планы, решив остаться дома и обдумать свою жизнь. Так вы еще больше усугубите свое чувство тревоги.
Мы проводим обучение и посвящение по всему миру. Только индивидуальное посвящение. Мы не проводим тренинги, курсы и так далее. Что такое посвящение, можно почитать в разделе «Вопросы и ответы». Проводим посвящение лично или дистанционно. Не имеет значения, где вы находитесь, в каком городе, стране и континенте. В очень сильные и мощные энергии. На данный момент мне неизвестно сильнее и результативнее энергии наших светлых богов и богинь, которые помогают не только исцелить, но и гармонизировать человека с окружающим пространством и природой. Это знание наших предков. Хорошо восстанавливается связь с предками. Ссылка на обучение в описании к видео. С великой благодарностью к вам, Видогор и Радомир.